Скорая помощь возвращалась с очередного вызова. День выдался тяжелый. Погода была пасмурная, моросил мелкий холодный дождь, порывистый ветер разгонял пыль и бросал листья под колеса машин. Врачи и фельдшеры в бригаде были уставшими. С самого утра не было ни минуты покоя, один вызов сменял другой. Водитель скорой Виктор Петрович, опытный мужчина лет 50, молча вел машину, думая о горячем чае и о том, как бы скорее добраться до подстанции. Вдруг он резко притормозил. Перед машиной прямо на дороге сидела кошка. Красивая, пушистая, черно-белая, с ярко-зелеными глазами. Она не выглядела напуганной, наоборот, смотрела на фары спокойно, как будто ждала именно эту машину. «Что еще за новости?» — пробормотал Виктор Петрович и тихо посигналил. Но кошка даже не шелохнулась. Она не спешила уходить с дороги, не обращала внимания на шум. Врачи в салоне, фельдшер Марина, молодой интерн Артем и медбрат Сергей переглянулись. За годы работы в скорой они видели многое, и людей, бросающихся под колеса в состоянии алкогольного опьянения, и животных, попадающих в ДТП. Но такое впервые. Сергей первым вышел из машины. Он подошел к кошке и махнул рукой, пытаясь прогнать ее. «Кыш, иди отсюда!» Кошка встала, неторопливо сошла с дороги и отошла к обочине. Но не сбежала. Она просто замерла рядом, не сводя глаз с Сергея. Он пожал плечами, вернулся в машину. Едва захлопнулась дверь, как кошка снова вернулась на свое место. Села точно в ту же позу, снова перед капотом. «Что-то она хочет», — задумчиво сказала Марина. «Может, это не просто так?» Сергей, уже слегка озадаченный, вновь вышел из машины и медленно подошел к животному. Кошка не убежала, не зашипела, только внимательно посмотрела на него и повернулась, будто призывала следовать за ней. «Эй», — сказал он негромко, — «куда это ты?» Кошка пошла в сторону кустов, у обочины, оглядываясь через каждые несколько шагов. Сергей пошел следом. Подойдя ближе, он вдруг остановился как вкопанный. «Марина! Артем, идите сюда! Быстро!» К нему подбежала вся бригада и увидела мужчину, пожилого, лет 70, лежащего без сознания у самого основания кустов. Его лицо было бледным, губы синели, рука вытянута в сторону. Видно было, что ему срочно нужна помощь. Не теряя времени, врачи сработали как единый механизм. Артем проверил пульс, Марина начала подготовку к транспортировке, Сергей открыл носилки. Мужчину осторожно погрузили в машину. Все это время кошка сидела рядом, не издав ни звука. Когда двери скорой захлопнулись и машина тронулась в сторону ближайшей больницы, кошка побежала следом. Она бежала, не отставая ни на метр, и даже когда автомобиль свернул к приемному покою, кошка осталась у входа. Медперсонал, наблюдавший за этой сценой, был тронут до глубины души. «Это что, его кошка?» — удивленно спросила медсестра Лидия. «Похоже, да», — ответил Артем. «Иначе бы она не вела нас к нему». Пока мужчину, которого позже опознали как Николая Ивановича Громова, доставляли в реанимацию, кошка сидела у входа, вылизывая мокрую шерсть. Она не уходила. Сутки, двое. Кошка осталась у больницы. Ее подкармливали, приносили миску с теплым молоком, клали старую куртку, чтобы могла лечь. Ее начали называть Мусей. Муся не доверяла всем, но к Сергею подходила и позволяла себя гладить. Он тоже к ней прикипел. Каждый день находил минуту, чтобы навещать ее. Когда Николай Иванович пришел в сознание, первое, что он сказал: «Где Муся?». Он расплакался, когда узнал, что кошка его спасла. Врачи, растроганные такой верностью, решили обратиться к главврачу, Виктору Владимировичу Миронову. Сначала тот отнесся к идее с сомнением,
но под давлением всего отделения согласился. Разрешил пустить кошку в палату. Сцена встречи была настолько трогательной, что даже суровая санитарка Тамара всплакнула. Муся запрыгнула на кровать, потерлась о руку. Николая Ивановича замурлыкала. Он гладил ее дрожащими руками, не в силах сдержать слез. С этого дня его состояние стало стремительно улучшаться. Он стал активнее, чаще выходил в коридор, тянулся к жизни. Лечащий врач говорил, что таких изменений давно не видел. Позже выяснилось, в день происшествия Николай Иванович вышел на прогулку с Мусей, как делал каждое утро. Жена в это время уехала к дочери. Ему стало плохо. Прямо на дорожке у лесополосы. Он успел лишь крикнуть, а потом потерял сознание. Муся осталась рядом. И когда поняла, что он не встает, побежала за помощью. Она вышла к дороге и дождалась ту самую скорую. Муся еще долго жила у больницы. Жена Николая Ивановича, Валентина Сергеевна, пыталась забрать кошку домой. Она приезжала с переноской, уговаривала, звала. Муся ни в какую. Вырывалась, мяукала, шипела. Сын Дмитрий смог усадить ее в машину и увезти домой. Но уже через несколько часов Муся снова появилась у больницы. Как она сбежала, известно. Но ее верность была безгранична. С тех пор Муся стала настоящим талисманом отделения. Ее кормили, за ней ухаживали. Ее даже впустили в ординаторскую, где она спала на подоконнике. Ее фотографию повесили на доску «Живые герои». А Николай Иванович после выписки ходил к больнице каждый день. Не за анализами, не к врачам. Он шел к Мусе. Садился рядом на скамейку, кормил ее, рассказывал, как дела. Его жизнь обрела новый смысл. История Муси стала известна не только в городе, но и далеко за его пределами. О ней сняли репортаж, показали на телевидении. Люди писали письма, присылали подарки. Верность и любовь маленькой кошки напомнила всем нам. Иногда именно животные становятся нашими ангелами-хранителями. Дорогие зрители, если вас тронула эта история, поставьте лайк, поделитесь с друзьями и не забудьте подписаться на наш канал. Впереди еще много трогательных историй о спасении, верности и дружбе между человеком и животным.